Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня готовлю быстрый вкусный завтрак из кабачка. Это кабачковая лепешка без муки. Готовится на сковороде всего за 10 минут. Получается нежная и сытная, а с начинками можно экспериментировать. Для приготовления понадобится один маленький кабачок, около 300 граммов. Кабачок натираю на крупной терке. Солю, примерно половину чайной ложки соли кладу, перемешиваю и оставляю кабачок минут на 10, чтобы он пустил сок. А затем отжимаю от лишней жидкости. Так лепешка из кабачка получится плотная и будет хорошо держать форму. Но если вы готовите этот рецепт из цукини, а не из кабачка, цукини менее сочные, поэтому этот шаг можно пропустить. Их не нужно предварительно солить, достаточно просто слегка отжать после натирания. Теперь к кабачку добавляю 2 яйца, 40 граммов тертого твердого сыра, 1 зубчик чеснока тру на терке. Чеснок по желанию можно использовать как свежий, так и сухой, либо не добавлять вовсе, если не любите. И также соль, перец по вкусу. Можно добавить паприку, рубленый укроп, если любите. Перемешиваю кабачковую массу. И к этому моменту у вас уже должна быть разогрета сковорода. Слегка смазываю сковороду растительным маслом и сразу же выкладываю кабачковую массу. Разравниваю в тонкую лепешку. Я готовлю на сковороде диаметром 26 сантиметров. Если у вас сковорода меньшего размера, можно разделить массу на 2 части и пожарить 2 тонкие лепешки. И жарю под крышкой на самом низком огне 3-4 минуты с одной стороны. И когда сверху поверхность лепешки станет матовой и на ней не останется влажных участков, переворачиваю на другую сторону. Вначале лучше пройтись аккуратно по краям лопаткой, слегка вот так отсоединить края, чтобы лепешка легко отошла от сковороды. И потом при помощи тарелки переворачиваю на другую сторону. Так намного проще перевернуть большую кабачковую лепешку, чтобы она не порвалась. При приготовлении здесь, конечно, лучше использовать хорошую сковороду, чтобы лепешка не прилипла. И обжариваю с другой стороны до золотистой корочки. Теперь на одну половину кабачковой лепешки выкладываю начинку. У меня сегодня колбаса, сыр и помидоры. Сыра кладу немного, чтобы не было сильно калорийно, потому что в тесте уже есть 50 граммов сыра. Но тут тоже ориентируйтесь на свой вкус и свои предпочтения. Например, эту лепешку можно приготовить просто без начинки, потом разрезать на 4 или 6 частей. По вкусу такая лепешка очень напоминает кабачковые оладьи в упрощенном варианте. Ну а с начинкой это завтрак с низким содержанием углеводов. Накрываю начинку второй половиной лепешки, немного прогреваю, чтобы сыр расплавился. Можно даже на несколько минут накрыть сковороду крышкой. И завтрак готов. Получается очень вкусно. Такая кабачковая лепешка отлично заменяет хлеб, при этом рецепт получается достаточно сытным. Начинку можно сделать любой, с ветчиной, курицей, творожным сыром, авокадо, грибами жареными или маринованными, или слабосоленой рыбой. Если хочется сделать завтрак еще более сытным, добавьте больше белка, например, курицу, индейку или ветчину. Для свежести можно добавить еще листья салата или рукколу. Получается вот такой а-ля сэндвич или бутерброд без грамма муки. Разрезаю на 2 или на 3 части и подаю. Кстати, такую лепешку можно готовить не только на завтрак, также можно готовить ее на ужин, либо перекус. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много простых и вкусных рецептов.